Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сразу несколько вариантов быстрых закусок из слоеного теста. Хрустящие рулетики с двумя разными начинками и аппетитные мини-бутерброды с разнообразными вкусами. Такие закуски получаются нарядными и идеально подходят для праздничного стола. Готовятся легко, а выглядят эффектно. Для приготовления первой закуски мне понадобится порежу болгарский перец средними кусочками. Я использую перец разных цветов, так закуска будет смотреться более интересно. И мелко порежу перья зеленого лука. Для рецепта я использую готовое дрожжевое слоеное тесто. Можно также использовать и бездрожжевое. Я его заранее достала из морозилки, чтобы оно разморозилось. Тесто у меня здесь раскатано очень тонко, поэтому я больше дополнительно ничего не раскатываю. Сверху теста смазываю кетчупом. Можно также использовать и перетертые томаты. Я немного не дохожу до края. Выкладываю тонко порезанную колбасу. Вместо колбасы можно использовать ветчину, все, что у вас есть. Я выкладываю вот таким образом внахлёст, так как колбаса порезана очень тонко. Сверху распределяю сыр. И выкладываю перец и зеленый лук. Скручиваю рулет. Переложила рулет на доску и разрезаю на небольшие кусочки. Толщина кусочков у меня получается примерно 1,5 сантиметра, не больше. Рулетики переношу на противень, выстеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху рулетики смазываю небольшим количеством молока, чтобы они получились более красивые и румяные. И отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Первая закуска готова. Рулетики вот так красиво зарумянились. Выглядит великолепно. Перекладываю на решетку и оставляю остывать. Для приготовления второй закуски мне понадобится разбиваю в миску яйца. Добавляю немного соли и черного перца. Разбалтываю яйца вилкой. Добавляю натертый на терке сыр и столовую ложку сметаны. Хорошо перемешиваю. Мелко порежу зеленый лук. Также его добавляю в сырно-яичную массу и перемешиваю. Небольшими кубиками режу болгарский перец. И тонкими пластинами режу шампиньоны. Разворачиваю снова кусочек теста. Я использую точно такое же тесто, дрожжевое. Вес этого кусочка теста у меня 250 граммов. Сверху на тесто выкладываю яично-сырную намазку. Распределяю ровным слоем, немного не доходя до края. Сверху выкладываю грибы. И разбрасываю красный болгарский перец. Скручиваю рулет.
В процессе скручивания, конечно, у меня вот такие большие грибы, они немного сломаются. В этом нет ничего страшного. Просто все стараюсь хорошо поджать. Переношу на доску и разрезаю на рулетики. Переношу рулетики на противень. Рулетики немного подправляю. Эти рулетики сверху я не смазываю, так как здесь внутри уже есть яйцо. И отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку, также на 15 минут. Вторые рулетики также испеклись. Аромат, конечно, стоит просто потрясающий. Эти рулетики как настоящие мини-пирожки. Великолепная закуска. Также их снимаю на решетку и оставлю остыть. Закуски получаются очень красивые. Сверху их можно присыпать зеленью. Я лично просто обожаю такие рулетики. Тесто получается хрустящее, а внутри вкуснейшая начинка. Готовлю очень простую закуску к праздничному столу вместо привычных бутербродов. Готовится все очень быстро и просто, и выглядит красиво. И для рецепта мне понадобится закуска готовится очень просто. Для нее мне понадобится 2 куска слоеного бездрожжевого теста. Выкладываю тесто на пергаментную бумагу. Можно его немного прокатать. Выкладываю на тесто творожный сыр. Можно использовать и сливочный. Распределяю ровным слоем по поверхности. У меня ушло 3 столовые ложки вот такого сыра. Если у вас сыр идет без каких-либо добавок, можно его сверху присыпать небольшим количеством орегано. Либо используйте другие специи, какие вам нравятся. Открываю второй кусок теста. Также его слегка прокатаю. Накрываю сверху первый пласт. И теперь все тесто разрезаю на квадраты. Теперь обратной стороной чашки делаю такие небольшие углубления. Прямо вдавливаю в тесто. Намечаю середину. Вилкой накалываю центр. Смазываю сверху разболтанным желтком с молоком. Сверху теста слегка присыпаю кунжутом и немного орегано. Перетаскиваю тесто на противень. И теперь сверху выкладываю начинки. На первый ряд я выложу колбаску. У меня чоризо. Немного ее вот таким образом сворачиваю. Вообще вы можете сюда сверху выкладывать все, что вы хотите. Любая начинка сюда подойдет и будет вкусно. На следующий ряд я выложу соцветия капусты, брокколи. Следующий ряд маслины и оливки. Следующий ряд я выложу небольшие кусочки красного лука и добавлю разрезанные помидоры черри. И последний ряд грибы. Порезала шампиньоны вот такими пластинками. У меня коричневые шампиньоны, можно, конечно, использовать и белые. К капусте, брокколи добавлю еще красный перец. И теперь я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вот такая красота получилась. Закуски выглядят великолепно. И сразу я еще тонким ножом немного здесь прорежу, чтобы они хорошо разъединились. Такие закуски очень удобно готовить к праздничному столу. Они получаются такие разнообразные и красивые. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.